PlayStation 5 в качестве мультимедиа устройства, в качестве медиа-проигрывателя, в качестве Android TV устройства, ну, по крайней мере, его аналога для просмотра мультимедиа-контента на канале Технозон. А вернее, возможно ли это сделать и насколько это удобно, мы будем разбираться в этом выпуске. Поехали. Те из подписчиков, которые подписаны на мой ТикТок, ссылочка на который в описании, видели, что я на вот этом маленьком компьютерчике, на колоночке показывал маленький кусочек своего обзора, куда послайдово записывал. Это, конечно, был еще тот цирк. Но можно ли посмотреть здесь мой обзор? Я вам могу сказать сразу, можно. Здесь есть поддержка YouTube, есть поддержка Netflix, есть Apple TV, есть Twitch, есть Megogo. Но, к сожалению, не без проблем. Проблемки некоторые есть, о них чуть позже. Но для того, чтобы максимально реализовать его как мультимедиа-плеер, я советую прикупить вот такой вот пультик, нативный пульт от Sony PlayStation. Тогда вы действительно ощутите полную красоту в качестве мультимедиа-устройства. Сразу хочу немножечко расстроить любителей PlayStation. Дело в том, что Sony решила убрать медиаплеер из Play Market. Медиаплеер не из Play Market, о чем я говорю, из маркета Sony PlayStation. Медиаплеер был написан для PlayStation 4 и позволял проигрывать фильмы с жесткого диска или с флешки, которые были подключены к PlayStation 4. На данный момент в PlayStation 5 такой функции нет. Если вы хотите подключить к нему жесткий диск, то вы можете выводить только лишь музыку, создав папку Music и отформатировав жесткий диск в exFAT. В NTFS он не воспринимает жесткие диски. Это к сожалению. Но он действительно прекрасно проигрывает Netflix, он действительно прекрасно проигрывает YouTube. При этом тоже здесь не без изъяна, YouTube не совсем правдивый HDR выводит, потому что фактически PlayStation 5 его конвертирует из SDR, то есть из 709 профиля. Я вам это тоже покажу на примере своих роликов, которые я лично сам снимаю в HDR на своем втором YouTube канале. Но при этом 4К 60 FPS идет бесподобно, без каких-либо ограничений. Насчет Netflix я получил максимальное качество Netflix, которое он может выводить в принципе при подключении к хорошему телевизору, тут вообще нет вопросов. И вот сейчас некоторые люди спросят, а как же быть с телевидением, например, с IPTV? Никак. Можете просматривать эфирные каналы в Megogo по подписке. Ну, там же, в принципе, в Megogo вы можете посмотреть 4К HDR фильмы. И действительно, Megogo здесь поддерживает 4К HDR. Это удобно. Для любителей торрентов не все так плохо. То, что он не может проигрывать жесткого диска, не страшно. Если у вас есть компьютер, либо NAS сервер, то вы можете поднять Plex Media сервер, и PlayStation 5, да, поддерживает Plex. Я вам покажу, как он проигрывает тяжелые торренты, вернее, тяжелые фильмы, скачанные с торрентов на мой компьютер. И через Plex Media сервер он спокойненько воспроизводит эти фильмы. И вы, в принципе, используя вот этот вот самый пульт от PlayStation 5, спокойно сможете себе заменить полноценно мультимедиа-центр, если вы, конечно, не притязательны в плане просмотра торрентов онлайн. То есть его функционала вполне достаточно. А как настроить Plex Media сервер? Да, полно информации даже на фирменном сайте. Ссылочка на Plex Media сервер лежит в описании под видео. Или советую вам дождаться нашего видео про Plex Media сервер. Оно будет расширено на все устройства сразу. И вы сможете спокойненько настроить свою плойку для просмотра фильмов, закачанных с торрентов. Ну и, конечно же, для того, чтобы не пропустить эти самые видосы по настройке, вообще дальнейшие наши видео про PlayStation 5, советуем нажать подписаться, колокольчик, вот они у нас появляются, вы не пропустите эти все видосы, а еще знаете, что вы не пропустите? Вы не пропустите розыгрыши. Да, мы разыгрываем PlayStation 5, разыгрываем их две штучки. Первая у нас была на новогодний розыгрыш, и повторный розыгрыш будет 1 февраля, потому что победитель отказался себя идентифицировать, то есть там был у нас вопрос, мы проводим только честные розыгрыши, а второй розыгрыш будет в апреле. Но даже если вы это видео смотрите позже, чем прошел розыгрыш, то поверьте, там могут быть и PlayStation 5, и видеокарты. Мы разыгрываем что-то постоянно. И ссылочка на условия очередного розыгрыша лежит тоже в описании под видео. Переходим, смотрим, там просто нужно быть подписчиком, больше ничего. Ну, как я уже говорил, для этого достаточно подписаться. Что ж, берем наш PlayStation 5, подключаем, смотрим на его мультимедийные возможности и ждем нашего резюме. Переходим. Итак, мы с вами обсудили, что если взяв пульт, то получится ли у нас сделать мультимедиа-бокс, вернее ТВ-бокс, или заменить одним устройством, ну все сразу. То, что у нас здесь есть игры, это всем понятно, здесь особо мы останавливаться на этом не будем.
Нас интересует вкладка мультимедиа. А что же нам PlayStation 5 предлагает в качестве ТВ-бокса, именно мультимедийной приставки для просмотра какого-либо контента? Вы сейчас видите максимально все, что можно установить, но не все так гладко. Если кто-то хочет, чтобы у него проигрывался с жесткого диска, как это было в PlayStation 4, с введением медиаплеера, ну когда уже ввели медиаплеер и можно было с жесткого диска проиграть, допустим, какие-то фильмы, то здесь такого нет на старте. По крайней мере, мы как бы надеемся, что будет апдейт, выпустят под него тоже приложение, но пока что это невозможно. Я вам сейчас покажу, то есть у нас сейчас подключен жесткий диск, если мы зайдем в раздел музыка, вы увидите сейчас вот USB накопитель есть, это терабайтный жесткий диск, ну музыки у меня нет, но у нас нет медиаплеера. То есть если мы с вами пойдем сейчас в поиск в сам маркет и попробуем ввести здесь тот же самый медиаплеер, такой как был на PlayStation 4, то мы тоже с вами ничего не получим. Вот, медиа, и уже на медиа мы видим, у нас остается там два приложения, да, то есть Plex, который мы сейчас с вами рассмотрим, и все остальное. Из того, что у нас конкретно задействовано в мультимедии, это Netflix, YouTube, Megogo, Twitch, Prime Video и Apple TV. Но мы начнем все по порядку. YouTube. YouTube вроде бы все красиво, вроде бы тянет 4К 60 FPS, но не декодирует HDR. И мне многие могут сказать, что для PlayStation 5 HDR YouTube, он изначально не задумывался. Ну тогда зачем владельцы PlayStation 5 так превозносят этот HDR, если они на нем не могут смотреть нормально контент HDR? Посмотреть игры, которые конвертируются SDR to HDR, ну такое себе дело. Давайте запустим как пример. Вот мой канал 4К Geoplays, где мы снимаем крутые тестовые 4К ролики и можем посмотреть любой ролик в HDR. Пожалуйста, это мой ролик, который я снимал лично сам. Качество у нас сейчас 4К выдает. И 3840 на 2160, 60 FPS идет, идеально. То есть как бы мощности хватает. Connection speed на текущий момент у нас 170-180 мегабит. Это отличный показатель. Я могу сказать, что YouTube здесь отыгрывает на полную, только нет HDR. То, что он конвертирует в HDR изначально, то есть включает режим работы экрана HDR, то поверьте, я этот ролик продюсировал, я его делал, и он выглядеть должен немножечко не так. То есть здесь не полноценный HDR как таковой в YouTube. Вернее, его вообще нет, но есть конвертация SDR to HDR. Насчет YouTube понятно. Да, YouTube есть, это плюс. Один из признаков ТВ-бокса у нас сохранен. Второе. Если говорить о фильмовых сервисах, то у нас есть с вами Netflix, Megogo, Prime Video и Apple TV. Ну, так как Prime Video и Apple TV я не пользуюсь, в принципе, да и не сильно-то они востребованы у нас в странах, но Netflix, допустим, с поддержкой русского языка работает действительно неплохо. То есть мы можем с вами включить Netflix, он проигрывается в хорошем, отличном качестве, то есть здесь полноценная лицензия Netflix, вы можете просматривать по подписке любые фильмы, но без Dolby Vision. Само собой, Dolby Vision данный PlayStation 5 не поддерживает. То есть все отлично. С Netflix тоже плюс. То есть у нас есть признаки Android TV, второй признак лицензионной Android TV платформы. Третий — это просмотр фильмов из внешних источников, и это Plex. Перед Plex мы еще обратим внимание на Megogo, то есть фактически с помощью сервиса Megogo вы можете просматривать телеканалы по подписке. Вот у меня есть Megogo. Он с максимальной подпиской. Мы можем посмотреть фильмы. Фильмы он поддерживает и 4К, и 4К HDR. Ну вот, смотрите. То есть он поддерживает и 4К HDR фильмы. Давайте проиграем «Джентльмены», например. Нет, давайте проиграем какой-нибудь действительно стоящий фильм с 4К HDR. Не скажу, что на Megogo есть супер-мега новинки, но в принципе это своем. Получить достаточно крутой, допустим, фильм, посмотреть какой-нибудь фильм в HDR в 4К вы запросто сможете. Давайте немного перемотаем. Как мы видим, у нас справа вверху на экране написано, что это 4К. Вот, пожалуйста, 4К HDR фильм с Megogo воспроизводится. Но это еще не все. Дело в том, что как же нам организовать сейчас вот это все действие с Plex, то есть просмотр фильмов из внешних источников. Если мы сейчас зайдем в Plex, у меня, конечно же, все настроено. Вот, пожалуйста, если мы зайдем, тут есть стримы от Plex, но если мы нажмем больше, у меня поднято два сервера, один сейчас офлайн, два Plex сервера, и у меня там закачано 4 фильма. В частности, Gemini Man 4К 60 FPS, Tenet, Гренландия и Джокер.
Давайте проиграем, ну, например, Gemini Man и посмотрим, как у нас это получится. Тоже Ultra HD 4K HDR будет воспроизводиться у вас нормально. Происходит буферизация. И вот он, короче, у нас проигрывается беспроблемно. То есть мы смотрим тяжелый фильм. Фактически, поставив торрент-качалкой, закачивать в папку Plex на вашем компьютере, вы сможете закачивать туда фильмы с торрентов и просматривать их на вашем PlayStation 5. Это удобно. Вот мы вышли из Gemini Man, Ultra HD, при этом еще и в 5.1 звуке. Поэтому это неплохо, это действительно неплохо. То же самое мы можем сделать там с Гренландией, стартануть, давайте посмотрим. Вот, пошла Гренландия воспроизводиться. Суперово. Как я уже упоминал, что если вам нужна настройка Plex Media Server, конечно же, есть огромное количество информации в сети, но мы выпустим. Мы выпустим, если вы еще не нашли, если его нет, то ищите у нас на канале, либо подписывайтесь, чтобы не пропустить данное видео. Но это все работает. Выходим. То есть фактически у вас то, что не проигрывать жесткого диска, ну и хрен с ним. Проиграем мы и так. Вы можете также просматривать трансляции Twitch, Prime Video и Apple TV. Я считаю, что с данным функционалом данный PlayStation 5 вполне заслуживает звания TV-Box, особенно при использовании фирменного пульта от PlayStation. Он выдает хорошую картинку. Конечно, не без своих изъянов, но я вообще думаю уже проходить, резюмировать данное творение. Ну что ж, резюме таково, что мы считаем, что PlayStation 5 для игроманов, которые больше играют, чем смотрят, вполне способен заменить практически любой ТВ-бокс, если вы не смотрите торренты онлайн бесплатно и не смотрите какое-нибудь особенное там пиратское IPTV. То есть тех сервисов, которые у него есть, достаточно, чтобы получить максимально хороший контент, ну, с какими-то костылями, наверное, для того, что вы качаете с торрентов, но Plex отрабатывает чудесно. И мы, конечно же, рекомендуем PlayStation 5, другое я ничего сказать не мог, но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и PlayStation, мать его, 5 на канале Технозон. Пока.